Всем большой привет-привет, с вами Алена, и сегодня я покажу вам один из, наверное, самых интересных случаев на текущий момент из того, что нам встречалось. Начнем с того, что лачок-то у нас отрос, да, как видите, прям весь уже сполз и находится почти на самом краешке. Ну и как мы можем наблюдать, помимо того, что сам ноготь на большом пальце находится в очень грустном состоянии, мы также можем с вами видеть косточку, то есть у клиентки вальгус, причем в самой такой неприятной, так скажем, активно острой форме. Но сейчас не об этом. Хочу немного рассказать о том, откуда к нам попала эта клиентка. Она пришла по рекомендации нашей постоянной посетительницы и сказала, что то, что с ней происходит, стало с ней происходить где-то, год, наверное, назад, по ее утверждениям. Хотя, честно говоря, я думаю, что, наверное, это случилось намного раньше. Просто зачастую клиенты, просто люди, давайте будем их называть, они не в состоянии определить степень тяжести их состояния, можно даже так сказать. То есть кто-то не замечает изменений цвета или структуры ногтя, и здесь такое же могло произойти в принципе. В общем, по словам клиента, она говорит, что где-то с год назад что-то там случилось. То ли она ударилась, то ли отдавила. Короче, что-то пошло не так, и вот с тех пор пальчик стал ее беспокоить. Но Лена решила сделать выкройку, то есть ее стандартный прием в работе, когда ставится ножка, обводится любой лист бумаги и вырезается такая выкройка. Помните, как в детстве мы пальчики обводили, после чего это все засовывается в тапку, и мы понимаем, что нога туда совершенно не помещается. Но это даже видно невооруженным глазом, то, что форма ноги и форма обуви очень сильно разнятся. Мы вот поставили сверху, и тоже можно обратить внимание, что и по бокам, и везде там что-то лишнее остается. Конечно, клиенту рекомендована разгрузка, ортопед и прочее, но сегодня не об этом. Вот хотела бы обратить ваше внимание на такую косточку, которая очень часто у многих бывает. Это тот самый вальгус, те самые последствия плоскостопия. В общем, приятного здесь мало, и, конечно, эта косточка никуда не денется. Удалить ее можно только хирургическим путем, а посредством посещения ортопеда и установки разгрузок мы можем просто облегчить состояние. Но тут нас ждет еще один сюрприз. После того, как прошла уже, так скажем, львиная доля зачистки, как нам казалось, обнаруживается вот это вот. Назовем это чем-то вроде язвочки. В общем, что могу сказать? Такие штуки могут происходить с ногтями, если при систематическом механическом воздействии на ноготь никак этот вопрос не решать, то потом там образуется вот такая вот ранка, она мокнущая, мокрая, неприятная, и, конечно, она болит. Естественно, первостепенной задачей у нас будет снять воспаление и потом уже любая дальнейшая работа. А в планах здесь ни много ни мало коррекционная система, потому что нужно выправлять вот этот вот скрученный бараний рог, как-то спасать ситуацию, чтобы опять-таки клиенту облегчить жизнь. И обратите внимание, второй пальчик у нас молоткообразный, то есть он чуть длиннее, чем все остальные, и в моменты ношения обуви неправильной, а я так понимаю, неправильно, она там, скорее всего, была вся, учитывая состояние стопы. В общем, он втыкался и бился внутри об обувь, что и вызвало его вот такую вот деформацию. И как раз-таки на косточке мы наблюдаем тоже такую небольшую мозольку костную, которая, опять-таки, никуда у нас не денется, уже с нами останется, мы можем это только разгружать. Но разгружать нужно обязательно, и с этим тоже можно и нужно работать по причине того, что дальше ноги спасибо точно не скажут и будет только хуже. Как я сейчас запугиваю, да, но я просто вынуждена это говорить, потому что это чистая правда. Честно, у меня у бабушки были очень похожие шишки на ногах, и я понимаю, что у меня прям есть все шансы заполучить примерно такой же к определенному возрасту, поэтому за ножками надо обязательно следить в любом возрасте, и чем раньше мы это начнем, тем лучше. Здесь продолжаются просто какие-то грандиозные археологические раскопки, потому что вот вроде как смотришь, что уже сейчас вот-вот все, а нет, и там слой за слоем. Вы только посмотрите, какой
тортик Наполеон почти что. Мне почему-то напомнил. Мне кажется, это, конечно, ненормально сравнивать такие ноги и тортик, но, видимо, у меня уже профдеформация произошла, и мне прям это все очень сильно нравится. А если и вам нравится, то, конечно, напишите комментарий и поставьте пальчик вверх. Значит, я такая не одна, а я знаю, вы здесь есть. И только посмотрите, сколько слоев здесь счищается, и что просто здесь нет конца и края. Кстати говоря, забыла сакцентировать внимание, что подобные изменения ногтя называются анихогрифоз. То есть это когда ноготь растет не так, как нужно, он становится толстым, таким желтым, часто сгорбленным, ну или вот как у нас сегодня. То есть вот так он и выглядит. У меня также есть еще видео про анихогрифоз, ссылочку оставлю. А вот и наш мокнущий кратер. Посмотрите, какая неприятная штуковина. В работе постоянно используются специальные препараты, антисептики и так далее, так что за это не переживайте, все там будет хорошо, а инструменты у нас стерилизуются по всем нормам. Кстати говоря, у нас даже не сухожар, а стоит автоклав. Это такая классная штука, да, она стоит дороже, но она еще более надежная. Это то, что стоит обычно в стоматологиях или в гинекологических кабинетах. Вы посмотрите, какой четкий кусь здесь был. Просто я не могу не сакцентировать на этом внимание, это было просто очень-очень круто. И я хочу сказать, что я очень рада тому, какое это видео получилось, потому что это реально очень крутой, годный контент. Очень показательный, как раз на тему того, что же будет, если ничего не делать с вашим плоскостопием, если не носить ортопедические стельки, то будет какой-то вот такой прикол с шишкой, и сколько там это все выковыривать, никому пока неизвестно. В общем, давайте договоримся, что все мы будем беречь ножки с молоду и относиться к этому серьезно, и чтобы это не было в режиме типа «Ой, сейчас лето, пойду покрашу гель-лак». Я понимаю, что хочется всем очень быть красивыми, что всем очень хочется носить открытую обувь, всякое такое, но вы только посмотрите, что же бывает в итоге. Если у вас есть клиенты, которые вас не слушаются, не хотят снимать гель-лак или делать зачистки, не хотят отправляться к ортопеду, не дай бог, пожалуйста, покажите им это видео, и я думаю, что это прям более чем должно их впечатлить. Ну, по крайней мере, меня точно впечатляет. Тут просто, нету других вариантов. Я уже прям сейчас готова бы побежать куда-нибудь и понаставить себе разгрузок. Я, кстати говоря, одну из таких подушечек себе приобрела. Осталось только ее установить. Будет время, обязательно сниму сторис на эту тему. Но вы не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилось видео. Ну а здесь назначено прикладывание противовоспалительного препарата. И снова накладываем нашу дышащую повязку. Но не рисуем смайлик по просьбе клиента. Я знаю, что вы заметите и будете просить, но здесь было пожелание самого клиента. И вот наше до, и в итоге то, какое у нас получилось после. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.